Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. В сегодняшнем видео случилось предначертанное. Мы пойдем на заброшенную ярмарку. Именно это событие я лично ждал очень долгое время и готов отправиться туда прямо сейчас. Итак, возьму-ка я с собой бензинчика, заправлю наш чоппер, взял какие-то огнестрельчики, по чуть-чуть, естественно, ближнебоя. Все, что понадобится, по моему мнению, мне с собой, я забираю. Выходим на глобальную карту для того, чтобы появилась у нас ярмарка. Сегодня 30 число. В календаре уже у нас красуется это событие. И я думаю, что мы с вами сейчас увидим то, что должны увидеть. Итак, что же нам для ярмарки нужно? Заброшенной, крутой, интересной, симпатичной. Можем найти здесь всякие всячины. Авто есть прохождение. Обязательно закончим автопрохождением. Ну а пока что передвигаемся туда. Посмотрим, что же здесь нам предстоит как минимум получить, выполнить. Да, если честно, много чего интересных вещей. Загружается заброшенная ярмарка со всей силы. И сразу же предлагает набор. Вот такой вот. Это что это такое? В 2 раза больше очков в лаборатории. Нифига себе, ярмарочный глок. Это не простой глок. Это наносимый им урон зарабатывает очки ярмарки. В 2 раза больше очков в лаборатории канализа полицейской фермы. Нифига себе. То есть еще какие-то очки мы будем зарабатывать. И это очень круто. Позже. Пока нет. Пока нет. Вернуться к Вильяму. Привет, мужик, мы тебя уже заждались, приготовили. Что, Вильям, мы тебя заждались, дядька. Бобби повез целое стадо индеек, к нам приехали какие-то подготовка открытия полным ходом, и без тебя нам не обойтись. Ну, понятно, я же тут самый главный. И уголь, компот, мясо, все то, что нам нужно. У меня уже 12 уровень. Сейчас я смотрю, в итоге ящик с электроников вот так вот меня ждет. Естественно, следующее, что самое интересное, реставрацию я прошел, подготовку я практически прошел. И вот у нас открытие. Открытие ярмарки даст нам щенок Ротвейлера, это раз, СВДшеньку. Нам же также полетные контроллеры, фиолетовые карты. Самое главное, цистерна с топливом, которая вмещает 3000 бензина. Можно заправиться в любой момент. Но пока что я вот что имею в виду. И, конечно же, сейчас будем проходить. Проходить и еще раз проходить. Так, здрасте, мужики, что у вас тут? Ищешь чем заняться? Покори с моим приятелем. Подожди, дядька, пока что. Хотя можно набрать сразу заданий. Тут у нас есть и без гостей не будет праздника, собери людей в округе. Короче, можно взять сразу все задания, как вы помните, набрать задания и пойти их выполнять. Выполнив, ты откроешь вот этот вот ящик. Так, Синдик, думаешь, справишься с моими пташками, попробуй их поймать. Помни, что тут нужно кулачками работать, или, как говорится, вручную поработать. Поехали, лови индейки, набирай 150 очков, ты победил. Открывай, давай. Давай. Да давай открывай, поторапливай. Ох и дубина, еще ногу мне прищемил. Так, нужно ударить индейку и забрать. Ударить, нажимаешь ударить, забрать. И вот таким вот макаром бегаешь за этими индейками и забираешь. Но он почему-то сам какие-то индейки выбирает, которые, ну, типа, не рядом. Хочется ударить именно ту, которая рядом, и забрать сразу же ее. Но он бегает, типа, вот, вы видите. Опа, забрал. Сюда иди. Ага, одна из них какая-то, типа, крутая, вы помните. Так, есть. Время-то идет. Ну, 43 секунды, достаточно много времени идет, чтобы... О-о-о-о-о-о! Все, это самая крутая индейка, то есть 70 ачити за нее дается. Ее нужно несколько раз кункнуть. Ковальский, ну, так, что не так, дядь? Индейка вот идет. Тут какой-то замес. Так, проверить источник шума. Сразу идем на источник шума. Что здесь, пацаны, еще ребята, короче, дерутся, это мы помним. Здесь что? Ага. Нужно пополнить запас этой пивасы, вода и все остальное. Здесь есть морковка, которая растет тоже, в принципе. Все очень отлично, максимально симпатично. Ну и мужик, который
Он бешеный. Ага, мы помним драку с быком. Привет тебе, дядя. Разобраться с быком. То есть его нужно слить или что-то ему сделать, я даже не знаю. Но у него есть одна маленькая... Так, сразу проверяем, сколько он бьет. Ням, 68. Не хочу с такими быками. Так, и стоим напротив бочечки. Зачем это делать, сейчас мы увидим. Бабах. И бам, произошел. Просто Женьшань его накоцала. Ну, можно его просто слить, я так понимаю. Но это будет даже не интересно. Зачем тратить, как говорится, оружие? Зачем огнестрел тратить? Просто-напросто ждем, пока он сделает разгон. И все. Да изгон, разгон. Так, главное уйти, потому что с первого раза. Ну, хорош, бочка улетела. Вы видели, как интересненько это все произошло? Достаточно много хп у нашего дядьки. Можно пока подмочить его. Проверить источник шума. Так, я так понимаю, что бочек еще достаточно большое количество. Прячемся за бочкой, отходим и смотрим, что бабах происходит. Бочка взрывается. Наш свирепый бык, конечно же, наносит себе уроны. И остается еще 2 бочки. Ну, то есть бочек должно хватать впритык, без стрельбы, чтобы слить нашего быка. В принципе, достаточно прикольно. Бычок рогатый. Идет бычок рогатый. Круто. Все, ну то есть, что с БК? С БК нужные ресурсы, прикольно. И я так понимаю, что этот дядька хорошо справился. Да-да-да-да-да-да. Короче, все очень интересно. И дальше у нас есть ярмарка. Ну, вот такой вот, я даже не знаю, тут всяческие фигурки непонятные. Конфетти. Использую в ярмарочном станке, чтобы сделать оружие, получить очки ярмарки. Нифига себе, вот это интересно очень. Так, пацаны, еще ребята, у меня не работает электричество. Помните, что тут нужно делать. Нам нужно заюзать генератор. Пацаны вообще настолько суровые, что, короче, нужно защищать. Они должны по ходу лобать, но у меня музыка выключена, да, локации, поэтому я выключил музыку. Они лобают какую-то музыку, да, а может быть она авторских прав? Да, вот она, музыка. Нужно защищать колонки. Колоночки защищаем. Как вы видите, им зомби наносят урон. В принципе, можно это делать и в ближнем бою, но я не хочу сильно там замудряться. Вот так вот это все делается. Я не особо люблю музыку, но в принципе очень неплохо вот так вот все происходит. Запустить фейерверки происходит очень как-то на глухую, типа как будто играют пацаны, просто музыка не идет. Прикольно. Так, well done. И еще где-то один фейерверк. Вот он, по-братски. Управлять персонажем немного сложно, потому что он типа сверху управляется. Очень так сложновато. Есть толстячок уже, смотрите, в каком сомбреро прикольный. Так, что дальше? Защитить сцену. Ну, то есть мы защищаем. Тут особенно ничего не надо. Можно, в принципе, и с оружием ближнего боя. Я думаю, что особо тут ты не замудряешься. Короче, пацаны, вообще ребята там бьют колоночку, но достаточно быстро переагриваешь на себя. Но я вам скажу, что колонка страдает. В ближнем бою, наверное, очень долго это будет делаться. И лучше, конечно же, при себе иметь какой-то огнестрел. Вот мы ответили на вопрос, что же лучше нам надо. Так, я так понимаю, что это все может понадобиться. Поехали дальше, приходи завтра, продолжим. И я понимаю. Так, вот эти все стендики, мы там котяра под стендом лежит. Что мы тут нашли? Вот эти вот конфетти, всякие ракетницы, все то, что, как говорится, фирме нужно. Отлично, отлично. Гадалка пока не работает, наверное, на следующей неделе заработает. Лавка с призами еще с прошлого раза у меня осталась в том же нетронутом. Это что такое? На этом станке можно сделать оружие с конфетти. Оу май, не бухай. Так, что, рецепты. Даже ближнебойку можно сделать. Даже ближнебойку. Например, что у меня есть? FNSCAR. 3 штучки нужно. У меня есть 4. Оружие с конфетти. Ну, оно делается очень быстро. Нифига себе оружие. Не шутя себе. Теперь, подожди, а сколько оно било?
В 2 раза больше очков лаборатории. Канализации, ферме, бункере и транспортном хабе. Фига себе. Ну, короче, какие-то ачичи мы будем теперь получать. Пополнить запасы бара, отправиться в каменные. Там вот меня зовут. Как вы видите. Наверное, готовка. Ну, типа запасы бара и готовка осталась. Ну, готовку мы умеем делать. Все, этот выгнал своего повара, помощника повара. И мы тут вот. Эй, ты, да ты, будешь моим новым учеником. Конечно, буду. Угу, да. Я говорю, ты делаешь молча. Я, если честно, сейчас бы просто... Есть у меня какой-то алкоголь? Я бы сейчас молча сделал бы тебе. Нам добавить грибов. Так, мы смотрим, где грибы. Просто кидаем грибы. Борщ должен быть очень крутым. Или что это? Суп, борщ. Так, просто читаем тоже. Добавь ягод. То есть грибы, ягоды. Я не знаю, что это за суп, но кидать обязательно нужно с 1,5 метра. Или с 2 метров расстоянием. Подай огонька, что-то потухло. Ну давай, похвалы. Ты, дядя, давай, потому что сейчас как начну тебе гранаты под ноги кидать. Ну, в принципе, морковка, грибы, ягоды. Это вегетарианский какой-то суп. Хотя грибы быстрее, наверное. Морковь. Миссия well done. За это мы получаем вот такие вот приколы. Дальше, что мы тут? Нам нужно только вот принести еще 2 банки пиваса. Что я сделаю очень быстро. И я так понимаю, что есть еще некоторые задания, которые вне... О, кстати, ящик. А что я не забрал-то? Не забрал ящик на пути, который за индеек я заработал. Ну, только осталось вот эти уже, как говорится, задания у этих пацанов. И пивас, который я, по-моему, не готовил. Вот это вот самая большая проблема. Где-то там валяется, может быть, пару банок. Но в этом может быть реально большая проблема. Сейчас, может быть, провиантом будем. Так, как вы видите, включился музыка. Отправиться на фабрику, сбор гостей, каменные горы. В горы. Идем в каменные горы. Тут у нас событие какое-то интересное. Так, забираем интересные гранаты, награды. Ну и ярмарка, блин, обещает быть целых 8 дней 16 часов. То есть получается, что 9 дней ярмарки. И это круто. Выполняя задание, я думаю, что с легкостью смогу это все осилить. Ну, например, что нужно? Ну, 3 глока, я думаю, для одного прохождения будет достаточно. Хотя большое количество зомби. БК, найдите ящик в горах. Ну, к нему ведет сразу стрелочка. Это очень круто, потому что я, если честно, ну, вот этот вот ящик искать не люблю. Особенно тогда, когда ты заходишь и там нужно 200... Ого, ого. Пацан, ты что с собой сделал? Что с тобой? Что с вами, мужики? Вы что? Что с вами? Ох, лейку какую-то на башку надел. Иди сюда, Лейка, я тебя сфоткаю на память себе. Ох, иди, ох и вздохи. Ахи, охи. Ладно, Лейка вы, пацан. Гори, гори, ясно. Подруга, что там? А, уже все, подруга. По-моему, мы не успели чуть-чуть. Пацаны, вообще, ребята, ящик мы нашли, ракетницы, ключи. Кстати, ключи в большом количестве падают. Ну что, вроде бы как бы все. И мы идем сейчас на ферму. Нужно собрать каких-то там пацанов. И все будет чики-бомбони. Смотрите, как зомби бежит и горит. Но горит мало очень. Я честно говорю, что, конечно, оружие 45 урона злостных выбивает. И, кстати, очень прочное. Мне так показалось, что достаточно большая прочность этого оружия. Следующая миссия у нас в ферме. Ферма. На ферму нужно зайти, позвать каких-то пацанов вообще. Ребят, что мы имеем по пивасу? Это, наверное, расходники. Пивас. Наверное, у меня его просто-напросто нету. И где его искать? Вот это вот большая проблема. Может быть, конечно, я понимаю, что, ну, вообще пиваса такой локации для фарма именно этого ресурса вообще, наверное, не существует. Он может выпадать везде. Просто.
Че я на ферму пришел? Или это мне показалось, что нужно на ферму? Смотрим еще раз задание. Задание еще раз заценим для того, чтобы что там нужно сделать. А, на фабрику, скьюземуа, ребят. Че я на ферму-то пошел? Фабрику, я думаю, че я на ферму иду? Вообще не посмотрел. Так, пивас. А ну давайте в комментариях самые большие знатоки игры, где больше всего пиваса фармится. Вот вам, ребята, готовился, да, не выгодно. Ну, может быть, у меня есть, я просто не помню. Просто, ну, пивас до такой степени бесполезный, что я его просто всегда либо перерабатываю, либо просто не беру, выбрасываю. Ага, вот этот пацан, которого нужно позвать. Все, я тебя зову. Что, ярмарка, конечно, приду. Все, мы флайер отдали. То есть представьте себе, как мы флайера разносим. То есть доставщик или кто я даже не знаю. Теперь заполнить пивасом. Обязательно идем на базу искать. Ну где-то-то есть в этом хламе, мусоре, который у меня там есть. У меня уже несколько ящиков хлама. Обязательно сейчас мы это все заполним. Ну и я не знаю. Очки какие-то. То есть можно будет просто вот таким вот оружием идти и фармить какие-то очечи. Я так понимаю, что поднимается рейтинг или что там очков в ярмарке. То есть получается ярмарку можно пройти, просто ходить в хабы и все остальное. Так, пацаны вообще, ребята, вот здесь может быть пивас у меня. Пивас, расколбас. Ну, крепкий алкоголь, как вы видите, есть. Это тета. Короче, поставляем. Но пиваса нету. О, есть, ребят. Принес все-таки домой я его. Круто. Поехали дальше. Разберемся, что там дальше. Чоппер на пути не могу пройти. И что за очки, тоже очень хотелось бы. Ярмарочное оружие и все остальное. Но я думаю, что об этом отдельный видос. Я попробую сам сначала разобраться. То так будет как-то странновато. Сначала сам разберусь, типа, что с этим оружием, как, зачем, почему. Ну, а потом уже, конечно, расскажу вам. Мне кажется, что просто будем сливать вот эти вот локации, которые написано. Лаборатория канализации, полицейским участке, фермы, бункере, бравы, транспортном хабе. Сливаем зомби и получаем за это какие-то плюхи. И сразу хочется узнать, чинится ли это оружие. Ну, то есть, можно ли сделать себе там 3-5 офенскаров и, например, чинить. Чинить, еще раз чинить. Так, пивас. Сейчас расколбас. Понял, принял. Запасы бара, найти сбежавшего кота. Обязательно. Кота, вон кот лежит. Это кот? Нет. Кот, ты. Все, нашел кота. Короче, в принципе, все повыполнял. Минут 20 мне на это все понадобилось. Пацаны, вообще, ребята, что ты там? Ну, я просто все позабирал, повыполнял. Спасибо. Теперь по-братски ящик. Еще больше конфетти для праздничного оружия. Так, что ты хочешь сказать мне? У меня 13 уровень. Да, я забрал. То есть получается, что выполняя задание, я вот 8%. Дальше что? Вот это вот меняется. Вы помните, что очень и сильно меняется у этого пацана. Один талончик. Посмотрим, что сыпанет. И миниганчики, и микросхемы, и все приятное. Очень в большом количестве. Я бы, конечно, некоторые предметы все-таки оставил бы. Некоторые забрал бы. Ну, и вы сами знаете, что некоторые предметы все-таки более яркую редкость имеют. Так, что тут кот вот висит в воздухе. Это летающий кот. В принципе, то, что нужно. Прикольно. Я думаю, что со всей силы. Ты кто такой? Лошадки. До сих пор они здесь есть. Но, по-моему, ничего с ними сделать нельзя. Итак, ребят, я ярмарку прошел. Еще одну недельку. Но самое главное, чтобы получить какие-то ресурсы, нам нужно приносить вот эти вот фигнюшки. Вот это вот. Так, еще пивас. Еще ракетницы. То есть вы видите, что больше всего нужно для получения опыта. Ну и что, и завершаем сегодняшние маневры мы
просто-напросто зачисткой провиантом. Смотрим, что за провиант дают. Понятно, что это ресурсы дают, те, которые нужны нам. Ну и я думаю, что обязательно нужно. Обязательно нужно с провиантом бабахнуть. Щука, осетр и все остальное. Так, вот оно. Провиант. Один разок. Целых 5 раз можно зачистить. 5 раз в день и все. Ну и, конечно же, опять заносим. Опять, естественно, забираем какую-то награду. И самое главное, что мы передвигаемся к третьей неделе ярмарки. Это самое интересное, потому что я уже открою тогда гонку за именно канистра. Я думаю, что на это нужно потратить больше всего времени, так как именно вот та канистра мне больше всего интересна. Так, сюда иди. Конечно же, я и провода, и все вот это вот закину. То есть провода, ткань обязательно. Так, пивасик, расколбасик. Вот и 14 уровень. Нормально, нереально. Еще один талон. Еще один талон. А с какого? 30 уровень максимальный, ребят. Поэтому мне еще работы и работы. Очень много работы, поэтому качаем ярмарку. Как говорится, делаем ветера. Ну а вам огромное спасибо. Пишите комменты, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о телеграм-канале, в котором тоже у нас разыгрываются прикольные подарки и награды. Например, 5 премиум аккаунтов уже ждут своих победителей. Спасибо огромное. Заходите, там в закрепе видно, кто победил. И обязательно чекните, кто же может быть один из них, это вы.